Всем привет, друзья! Сегодня с вами будем готовить нежный торт, который я назвала клубника со сливками. Из названия торта уже понятно, какое в нем будет основное сочетание. Состоять торт будет из бисквитов с клубничной пропиткой, клубничного компоте, клубнично-сливочного мусса с кусочками клубники и крема. Торт получается вкусным, нежным, красивым, и в приготовлении он не так сложен. Давайте начнем готовить. Сначала приготовим бисквит. Здесь я использовала классический бисквит, который недавно готовила на канале, чтобы показать один из вариантов его использования, и он очень хорошо подходит к этому торту. Также сюда подойдут, например, шифоновые или сливочные бисквиты. Ссылку на рецепт этого бисквита я оставлю в описании под видео. И когда бисквит готов, приступаем к приготовлению начинок. В первую очередь подготовим формы. Понадобится 2 металлических кольца. Дно колец нужно затянуть плотно пищевой пленкой и установить кольца на подложку. Также можно использовать специальные силиконовые диски. Начнем с клубничного компоте. Клубнику нужно нарезать небольшими кусочками, но не слишком крошечными. Я использую свежую клубнику, также подойдет замороженная. Старайтесь выбирать хорошую клубнику, не размокшую, плотную и вкусную. Желатин нужно замочить в очень холодной воде, тщательно его перемешать, чтобы он не комковался, и отставить его для набухания. В это время в сотейнике смешаем клубничное пюре вместе с сахаром. Я использую готовое клубничное пюре, также его можно сделать самостоятельно погружным блендером, пробив до однородного пюре. На это уйдет буквально пару минут. Пюре с сахаром хорошо перемешиваем, сотейник перемещаем на плиту, и нам надо довести массу до начала кипения и полного растворения сахара. Когда пюре закипит, добавляем к нему кусочки нарезанной клубники. Перемешиваем и варим еще буквально полминутки, чтобы кусочки клубники сохранили свою форму. Затем снимаем сотейник с плиты, желатин должен к этому времени вот так набухнуть. Сразу добавляем набухший желатин в горячую клубничную массу и хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся. Затем массу выливаем в заранее подготовленное кольцо и убираем в холодильник на стабилизацию. Теперь приготовим очень вкусный клубничный мусс. Первая часть приготовления здесь точно такая же, как предыдущая. То есть мы готовим клубничное компоте, добавляем к нему набухший желатин, тщательно перемешиваем и оставляем эту массу остывать при комнатной температуре. А в это время подготовим сливки. Очень хорошо охлажденные сливки жирностью 33-35%. Нам необходимо взбить до их увеличения в объеме и легкого загустения, то есть до так называемого полувзбитого состояния. Не нужно их взбивать до стойких пиков, они должны оставаться нежными. Начинаем взбивать сливки на невысокой скорости миксера, постепенно увеличивая ее. И вот такими в результате должны получиться взбитые сливки. Они значительно увеличились в объеме, при этом остаются нежными. Теперь добавляем взбитые сливки к остывшей до комнатной температуры клубничной массе и аккуратно лопаткой перемешиваем до объединения. Мусс должен получиться вот таким однородным, и он получается очень вкусным, похожим на клубничное мороженое. Мусс также выливаем в заранее подготовленное кольцо и убираем в холодильник на стабилизацию. Вот так у меня стабилизировались начинки в холодильнике. В морозилку я их не ставила, но если вы планируете приготовить начинки заранее, тогда их можно заморозить. Компоте стабилизировалось в холодильнике примерно 3 часа, мусс около 5-6 часов. После стабилизации начинки аккуратно достаем из форм и убираем их в холодильник, пока будем готовить крем. Здесь я готовила классический крем-чиз на сливках. Это довольно популярный крем, и я неоднократно его готовила в своих тортах. Также сюда хорошо подойдет клубничный крем-чиз или крем с маскарпоне. Маскарпоне сделает торт еще более сливочным. Все пропорции для крема, а также технологию приготовления я оставлю в описании под видео. И теперь мы можем приступить к сборке торта. Бисквит нужно разделить на 3 равных коржа. В качестве пропитки я использовала клубничное пюре.
Я прокипятила его с сахаром и затем понемножку разбавляла водой до нужной удобной консистенции, чтобы оно не было слишком густым. На хорошо пропитанный бисквит из кондитерского мешка наносим не толстый слой крема и равномерно распределяем его. И теперь на крем выкладываем первую начинку, клубничный мусс. Нужно стараться положить его ровно по центру. Затем по окружности закрываем мусс слоем крема, то есть создаем защитный бортик. И далее покрываем мусс сверху небольшим слоем крема, как бы полностью запечатывая мусс в крем. Далее все повторяем, выкладываем следующий бисквит, также хорошо его пропитываем, наносим на него крем и распределяем его равномерным слоем и далее выкладываем клубничное компоте. Начинку также очень важно стараться уложить ровно по центру, чтобы оставалось место для защитных бортиков. И теперь, так же как с клубничным муссом, надежно запечатываем начинку в крем, делаем бортики по окружности и закрываем кремом сверху. Затем кладем последний бисквит, пропитываем его, и теперь торт нужно убрать в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов. Я торт оборачиваю ацетатной лентой, плотно зажимаю разъемным кольцом и сверху накрываю пищевой пленкой. После стабилизации, если необходимо, выравнивайте торт вашим любимым кремом для выравнивания. Хорошо подойдет классический крем-чиз. Рецепты многих разных кремов для выравнивания есть на моем канале. И давайте, конечно, разрежем торт. Как я уже говорила, он получается очень нежным, пропитанным, и вот такой у него разрез. Сочетание клубничного и сливочного вкусов является одним из самых популярных в десертах и вкусных. Торт можно готовить как в сезон с свежей клубники, так и вне сезон пользоваться замороженной. Главное, выбирайте вкусную ароматную клубнику, потому что от ее качества напрямую будет зависеть результат. Друзья, у меня на этом все. Вдохновляйтесь, готовьте, делитесь впечатлениями, оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!